Говорит Москва. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах, подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Kaunas. Говорит Москва. Последний час. Наши войска полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
И я сам был призван в 1942 году, августа месяца, на фронт в Ахмале, тогда называли Ахмала. Подготовка вел 1,5 месяца по боевым действиям и был отправлен на фронт эшелоном 261-й стрелковый полк 310-й стрелковой дивизии на фронт в направлении Ленинграда, в Ленинградском блокаде. И вот, прибыв в Ленинград, наш полк через 10 дней в срочном порядке перебросили на ликвидацию Сталинградскую битву. И вот и мы оказались защитой Сталинграда. Я попал как раз в 62-ю армию под командованием генерала Чуйкова Василия Ивановича. И вот нашу армию дали задание охранять завод тракторный и завод «Красный Октябрь», чтобы немцы не захватили этот завод. И вот мы охраняли, не допустили немцев к этому заводу, отбивались. Конечно, война есть война, жертв был со стороны их, от нас был жертв, но все-таки мы выдержали натиск немецких фашистских захватчиков, одержали победу, не допустили немцев взятия этих заводов. Мне было 17 лет, учился на 3-м курсе техникуме в городе Горисе. Мы призвали в армию, в артиллерийскую часть. В 1943 году, 23 февраля, приняли военную присягу и оформили артиллерийский дивизион и направили к городу Ростова. Армения, да? В 1943 году наши войска вообще, вернее, мы ждали основной удар на юге. Германия сконцентрировала силы против Советского Союза, чтобы полностью ликвидировать обеспечение войск Советского Союза, чтобы Ростов, от Батайска, Ростов 25 километров, там мосты идут через Дон. Они решили полностью ликвидировать эти мосты, чтобы, значит, исключить обеспечение войск, ну, значит, операции, воинской операции в 1943 году, чтобы победить окончательно. Ну, Советский Союз полностью был в курсе этого дела, и там приняли все возможные, то, что есть, сконцентрировали полностью возле Ростова до Батайска. Там раньше была Нахичеван, там, где населено армянами. Там аэродром был, наш аэродром, И-16. Были наши самолеты, они маленькие, в то время еще, ну, более-менее так. И вот начался 7 или 8 июня начался атака. Просто 350, значит, мистер Шмидт 87-86 или Юнкерсов, я сейчас не помню. Вот, и 90 истребителей, они сопровождали. Они шли прямо на Ростов, с Ростова в Батайск, полностью, чтобы это, вывести из строя, ну, мосты. Вот. Ну, началась стрельба. И мы не допустили, чтобы... Я был артиллеристом, командиром орудия был тогда. Мы не допустили, чтобы они подошли. Только лишь в Батайске один из наших батальонов, там прямое попадание бомбы было, пошли, вышли из строя, погибли много людей. Ну, остальные в этой схватке мы сбили 7 самолетов могучих, один из которых, ну, сбил наш боевой расчет. У нас были 37-миллиметровые советские пушки, 40-миллиметровые американские пушки. Вот сбили и не дали, чтобы врагу они вывели из строя. Мы готовились к контрнаступлению. Вот. И держали. За это, ну,
наш расчет, нас наградили и так далее, орденами, медалями за это. Ну, в дальнейшем судьба сложилась так, чтобы у нас был отдельный артиллерийский дивизион, переформировали отдельный артиллерийский полк. Полк, где 16 отдельных дивизионов идет, это в Ростове, в городе Саратове. Вот. И нас переправили в Украину по освобождению. Мы начали, вот это было под Ровно, может быть, все знаете, о герое Советского Союза, это было под Ровно. Вот оттуда начали наши Ровно, Луцк, Дубно, Львов, Киев, Львов. Вот это пространство полностью, ну, воздушные операции было именно... Мы выполняли эти операции и участвовали при освобождении этих городов. Ну, немцы уже потерпели большое поражение, крах потерпели, они отступали. Вот. У нас мощь советских войск ежегодно прибавлялся и так далее. Проходят годы, десятилетия. Время стирает из памяти поколений подробности смертельной схватки, в которой в первой половине XX века советский народ отстоял свободу и независимость не только своей Родины, но и будущую мировую цивилизацию. Не останется в живых участников этого великого сражения, но будущие историки, ученые, писатели, художники, композиторы еще долго, очень долго будут приковывать внимание свое к Великой Отечественной войне советского народа. Сейчас обращаюсь ко всем ветеранам, я хочу сказать: старшины, лейтенанты, генералы, полковники, солдаты, капитаны, с войны суровой срок прошел немалый. Теперь мы с вами просто ветераны. Мы собрались сегодня в День Победы как на поверку личного состава. Мы фронтового времени полпреды, и рассказать о нем наш долг и право. Мяли танки теплые хлеба, и горела, как свеча, изба. Шли деревни, не забыть вовек визга умирающих телег, как лежала девочка без ног, как не стало на земле дорог. И тогда на жадного врага ополчились нивы и луга, разъявился даже горецвет дерева, и то стреляло в свет. Поднимались нивы и стога, и с востока двинулась пурга. Ночью партизанские кусты и взрывались, как щепа мосты. Била фрицев каждая река, их топила каждая клюка, их закапывал, кряхтя, мороз, и луна их жгла, как купорос. Шли с погостов деды и отцы, пули подавали мертвецы, и лохматые, как облака, в рукопашную пошли века. Затвердело солнце у земли, а солдаты шли, шли, шли. Шли Урала темная руда, шли гремя железные стада. Шел в Смоленщине гремучий бор, шел худой задыбленный топор, шла винтовка верная судьба, шла большая Родина моя.